Привет, YouTube, с вами Ларин. Сегодня я наконец-таки готов говорить о том, как меня ограничивает YouTube. Я подготовил все доказательства, у меня есть все скриншоты. Исследование длилось полгода, это, наверное, самое длинное мое исследование, не считая опыта с вегетарианством, когда я жрал одну траву 4 года. Ну а параллельно, так как близится Хэллоуин, я готов изготовить самую необычную тыкву, ну или просто тыкву-фонарь, светильник для этого праздника. Что-то так себе тыква тоже, по-моему, недозрелая. Сойдет. Где, блядь, тыква? Не, я не разбираюсь. А, не разбираешься? Не разбирается в тыквах. О. Чуть не тем баллончиком не брызнул. Пункт первый. Канала нет в поиске должным образом. То есть, если написать слово «Ларин», канал оказывается месте, наверное, на 14-15, у кого-то даже на 20. Но забавный момент, если написать с ошибкой слово «Ларин», например, вместо буквы «Н» написать «H» английскую, то канал будет на первом месте. Причем с пометкой сверху, мол, вы, может быть, имели в виду «Ларин», и когда вы нажимаете на кнопку «Да, я имел в виду Ларин», канал снова оказывается в нигде. Если же вы вдруг захотите воспользоваться безопасным поиском, то канал «Ларин» будет на первом месте. Но это не мой канал, это совершенно другой. То есть, а мой вы можете скроллить сколько угодно, его там нет вообще. То есть, твою мать, YouTube. Следующий пункт, он вообще самый подлый. YouTube отписывает от меня людей. То есть, мне пишут в Instagram, в Директе, через менеджеров, мол, какого хрена, я был на тебя подписан 2 года, и сейчас оказывается, что я, в общем-то, не имею в подписках тебя. У меня есть скриншоты, доказательства этого. Причем отписки идут прямо целыми группами. После 2, 3, 4 часов ночи по, соответственно, Гринвичу, когда включаются в работу американские, английские офисы работы Ютуба, да, происходят отписки, прям вот ступенями. Вот они, скриншоты. Важно понимать, что все эти доказательства, все эти аргументы, это не ебаные казусы, это постоянно происходит, прямо вот на протяжении полугода. Теперь мне нужен острый нож и недюжая креативность. Все, погнали. За моей спиной находятся легендарные кресты. Я не могу понять, меня, походу, туда надо посадить, потому что безопасный поиск — это 3-й пункт моих обвинений. Прямо я готов доказать, что это так. Безопасный поиск — штука, которая ни на что никогда не влияла, да? Безопасный поиск нужен для того, чтобы мамки своих пиздюков ограничивали от злого контента, от плохого контента, от всяких там расчлененок, аварий, ну не знаю, там русских вайнов, прочего. Но если посмотреть на мой канал и включить внизу страницы «Безопасный поиск», то окажется, что в безопасном поиске безопасных видео на моем канале всего 14 видео из 600. Это примерно 2%. То есть 2% моих видео безопасны. Тогда как у остальных блогеров, у которых рост подписчиков там активно набирается, никто не ограничен, все прекрасно, у них 2-3 видео всего небезопасны. То есть, какого хрена, почему мой канал небезопасен? Если уж он действительно небезопасен, так может быть действительно администрация Ютуба приехать и сделать что-то со мной таким образом, чтобы я действительно был уже ограничен на физическом уровне. Это ненормально. Вы спросите, а чего это я так привязался к безопасному поиску? Ты что, борешься за пиздюков, что ли, мелких? Да нет, в общем-то, есть тенденция, которую я заметил, что каналы, у которых в безопасном поиске... Блять! Сука! Твою мать! Вот это было, блядь, точно небезопасно. Все ради контента, твою мать. Фу, видео сейчас будут выходить еще реже, по-моему. В общем, к безопасному поиску. Есть мнение, замечание о том, что люди, которые ограничены безопасным поиском, они как раз-таки подвергаются процедуре деранжирования. То есть их ролики набирают мало просмотров, у них отписывают группами людей, не приходят оповещения. Это ненормально. Так вот, я требую, чтобы мне объяснили, почему мой канал считается небезопасным, тогда как на нем нет никакой расчлененки, никаких призывов к экстремистской деятельности. Я вообще стараюсь не говорить о политике. У меня нет политических тем. Совершенно. В отличие от других блогеров, которые там, знаете, топят за всякие политические партии. Мне плевать на это. Почему я ограничен? Меня так можно будет узнать или нет? Привет, YouTube. Я как-то в латексной в лесу ночью детей пугал. Так мне и душно, ты пойми. Как вам эта маска? Какую маску?
Плотно сидит. Вот это. Да. Я более чем уверен, что мой канал не нравится кому-то из наших соотечественников. И это уже говорит о том, что, ну, в общем-то, люди из России имеют доступ к управлению, деранжированию каналов российских. И это противоречит вообще всем смыслам. Это означает, что американский YouTube сотрудничает с русскими влиятельными силами. Что? Какого хрена? Рука немножко онемела, запачкался весь. Удар пришелся вот сюда. Хорошо был в мартинцах. Отличная обувь. В Питере, как вы видите, в Питере осенью красиво. А YouTube поступает нихуя не красиво. Это ненормально. Оповещение приходит далеко не всем. Люди банально пропускают выходы роликов, выходы стримов. То есть сегодня, например, у меня будет стрим. Я не знаю, сколько людей на него придет. Доходит до безумия, что на просмотре трансляции у меня там 2-3 тысячи человек. Тогда как в Инстаграме, где в 4 или в 3 раза меньше аудитории, приходит там 3-4 тысячи. То есть полнейший абсурд. Еще год назад у меня было там 11-10 тысяч просмотров лайва людей, которые сидят на трансляции постоянно. Сейчас же, ну, то есть совершенно неуместная ситуация. Не видят оповещения люди, не понимают, выходит или нет ролик. Ситуация доходит до абсурда. Когда я не снимаю роликов, у меня больше подписчиков, чем когда я снимаю. То есть YouTube также отписывает от меня людей каждый раз после релиза роликов. То есть такое ощущение, что каждый следующий мой ролик, он не собирающий. То есть ролики бывают собирающие и не собирающие. После собирающих к тебе приходят подписчики, после несобирающих они уходят, да, если ты снял какое-то говно. Но какая ситуация была замечена мной, ну, тенденция за последние 5 лет, что если у тебя плохо с лайками и дизлайками и плохо в комментариях, то ролик не собирающий. Это нормально, это естественно. Но если смотреть мои ролики, последние там 10-15 штук, то они по всем признакам собирающие. Лайки, дизлайки, все замечательно. Все ролики имеют положительную оценку пользователя. В комментариях там все хорошо, классно, молодец. Но эти ролики собирают по 300-500 тысяч. Это, блядь, полный абсурд. Когда человек уходит, когда он отписывается, он пишет дизлайк, отписка, иди нахуй, и ставит дизлайк. То есть посмотрите в комментариях у тех людей, у которых постоянно люди отписываются. Но вы знаете этих блогеров, то есть которых реально не любит русский YouTube. Так вот, у меня нет такой херни. Можете что угодно говорить, что я скатился, что ты уже не интересен, что тебя не любят. Но, блядь, пользовательская оценка, такого не бывает. Вот так вот я буду выглядеть на Хэллоуине. А сейчас мы будем изготавливать светильник из тыквы и айфона. Больше нам ничего не надо. У меня просто нет свечей. Режем. Эх, если бы здесь был Обломов, он бы еще предложил из того, что я сейчас выпотрошу, что-нибудь приготовить. Я не такой фанат тыквы, чтобы придумать какое-то блюдо из него еще. Кожура толстая, тыква не особенно зрелая, поэтому придется постараться. Я понятия не имею, как это делается. Возможно, есть специальные приборы для этого, но у меня только мои отростки. Чистейшее палево – это формат Ларин против, который набрал за 2 суток, за 3 суток 360 тысяч просмотров. Чё, все ролики в плейлисте до последнего полугода набирали там... Что? Что? А я похож на алкоголика? А, нет. Да. Ясно, спасибо. Сумасшедшие в Питере, они повсеместно встречаются. Это городские сумасшедшие. Вот, как бы нормальная тема. Он мне какой-то с какого-то хера, увидев камеру, связал ее с алкоголем. Не знаю. Ой. О чем я вообще говорил-то? Ларин против у меня набирает типа 360 тысяч просмотров. Чё, блядь, за абсурд? За последние 3-4 года ни один ролик, наверное, столько не набирал. Потому что Ларин против — это критика. Всем нравится критика. Всем нравится порицание. Ну, если это объективно, да? То есть все хорошо. Но даже Ларин против, который был какой-нибудь косячный, мало старания я прикладывал, и то все набирали много просмотров, много подписчиков приносили. Может быть, там дизлайки были, но вот, но все равно это не те цифры. Это полный, блядь, абсурд. Вообще, я не очень люблю Хэллоуин. Мне кажется, это бессмысленный праздник. Но своими руками что-то сделать, по-моему, забавно. Так, вот это похоже больше на затылочную область. А это на лицевую. Да, вот веснушки, все дела. Кстати, умеете играть в игру веснушки? Неважно. В принципе, можно так и оставить. Что-то я не подрасчитал. В принципе, так можно оставить. Это будет светильник циклопа. Но, ладно, я пойду дальше, так и быть. Все художники и анатомы знают, что у человека между глазами расстояние ровно такое же, как один глаз. То есть мы сделаем красивое чучело.
чтобы все было пропорционально. Уже похоже. Ну вот, в принципе, уже похоже на персонажа одного фильма Стивена Спилберга, не путать с Сашей Спилберг, E.T., пришелец, всеми любимый. Я думаю, что какой смысл пугать тыквой людей, если, это не имеет смысла, поэтому я сделаю добрую тыкву светильник. Ну что уж там, поэтому рот у него будет не оскалившийся, а такой, знаете, скорее печальный. Это будет грустный смайлик. Ни в коем случае не повторяйте. Изделие выполнено профессиональными резчиками по тыкве. За этой маской вообще, скорее всего, не Дмитрий Ларин, понимаете? Так что давайте не рискуйте. Весь мой бугурт происходит не из-за того, что мне надо много просмотров или тонны подписчиков, армии фанатов. Я просто хочу, чтобы мое творчество узнали мои подписчики, блять, и чтобы ролик нормально распространялся. Так же естественно, как год назад, как 2 года назад, чтобы все было как раньше. Мне надо, чтобы все было честно, чтобы мои мысли доходили до тех людей, которым они интересны, которые подписались, которые теоретически, исходя из их интересов, могут попасть на мой канал. Но нет, почему-то происходят ограничения. Мне не интересно паразитирование на всяких алкоголицах малолетних, которых изнасиловали на загородных домах. Я не инфоблять совсем-то уж в традиционных смыслах, да. То есть мне хочется просто, чтобы все было по-честному. Broadcast yourself, так broadcast yourself. Почему нельзя взять и дать мне работать, заниматься творчеством? Я вкладываю в ролики много усилий. Я понимаю, что эти усилия не отбиваются. Я говорю на непопулярные темы. У меня есть некоторое особое мнение. Стараюсь в каждом ролике менять локацию, показывать людям из провинции Питер таким, каким вижу его я, таким прекрасным. Вкладываюсь в цветокор. Использую профессиональные приложения, которые большинство ютуберов-то популярных и не знают толком. Они не монтируют, а сами. Крашу лутами, как профессиональные киношники. Цветосхемы использую, ракурсы, композиции. Но вот когда происходит ограничение, от этого бомбит. Понимаете? Претензия моя, по большому счету, не к Ютубу, а к людям, которые сидят там и саботируют. Я более чем уверен, что есть человек, человеческий фактор, по крайней мере, который подкручивает скрипт, или ранжирование как-то правит, или делает еще что-то, чтобы ролики не распространялись, чтобы канал был ниже, чем должен быть. Это ненормально. Я делать-то YouTube буду дальше, я буду дальше делать ролики. Но вы должны понимать, что мотивация у творца, она такова, чтобы его слушали, чтобы получать фидбэк. А фидбэк, если посмотрела, например, половина тех, кто мог бы посмотреть, и ознакомились с творчеством и с тем огромным архивом материалов, которые уже подсняты за эти 5 лет, какой-то процент маленький, но это ненормально. Это подло, я считаю, поэтому идите вы нахуй, те, кто мне портят жизнь. Вот что мне удалось сделать за короткое время. Я думаю, немножко усовершенствовать сейчас, сделав нос. Хотя, нос... мне сказали, что я дырку сделал не той стороны, но я думаю, что ничего страшного, я сейчас прорежу, чтобы... Там же свеча должна быть, да? Вот такое вот изделие, господа, получилось у меня. Сейчас попробуем сделать из него просто не тыкву, над которой изгалялся человек, а еще и светильник. Хоть какое-то социальное оправдание. Так как у меня нет свечей, да и вообще это опасно, сожгу квартиру. Я уже 2 участвовал в пожарах, рассказывал как-то, поэтому я думаю, я воспользуюсь фонариком. Так, выключаем свет. Вот так вот это выглядит. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, сегодня у меня будет стрим на канале, заходите, ссылка в описании есть, проверьте колокольчики, проверьте свои подписки, проверьте, ставятся ли лайки, потому что, обновив страницу, многие видят, что лайк их исчезает куда-то в неведомое пространство. Все, всем пока, с вами был Ларин.